Поезжайте в Израиль и спросите. Если не хотите ехать в Израиль, то найдите хотя бы 2 евреев и спросите. Задайте им один простой вопрос. Что такое еврейская кухня? Вы получите 3 ответа сразу. Во-первых, еврей, выходец из Магриба, например, как из Марокко, начнет вам рассказывать про то, что еврейские блюда обязательно должны быть с кускусом. Еврей бухарский расскажет вам о том, как вкусен бахш, как замечательно выглядит рыба, жареная с чесноком и кинзой. А еврей, выходец из Восточной Европы, осыпет вас горохом названий. Причем сам он, как правило, про эти блюда только слышал. Он их даже не пробовал, но помнит название. И это уже очень важно и хорошо. Поэтому лучше вы меня послушайте. Я дам вам ответ на вопрос, что такое еврейская кухня. Еврейская кухня – это такой набор блюд, который нравится людям любой национальности. Потому что это очень вкусно, это очень интересно, это очень необычно. Сегодня мы с вами приготовим блюдо, которое называется эйсик флеш. Кисло-сладкое мясо, в переводе с идиш. Раз в слове эйсик флеш есть что-то кислое, то это означает, что мясо необходимо замариновать. Во-первых, а какое мясо? Ну, разумеется, не свинина, да? Тем не менее, большинство еврейских рецептов начинается со слов «возьмите мясо пожирнее». И уже в этих словах слышится многовековая мудрость еврейского народа. Понимаете, семья-то большая. Кормить всех надо, чтобы дети росли большими, умными и здоровыми. Следовательно, еда должна быть достаточно калорийной. Но если вы опоздали к мяснику и жирного мяса уже не осталось, берите ребрышки. Ребрышки никогда не подведут. Их можно жарить, их можно тушить. А еще можно взять мясо, которое годится для того, чтобы его сначала обжарить, а потом долго-долго тушить. Ну, вы знаете, да, что верующие евреи соблюдают свод правил относительно еды, который называется кашрутом. И по кашруту не положено, чтобы в мясе оставалась хоть капля крови. И ради этого евреи загодя солят мясо. Посолим мясо и мы. Но когда готовят эйсик флеш, помимо соли к мясу непременно добавляют еще и уксус. Точно так же, как многие поступают, когда хотят приготовить шашлык. Необходимо это прежде всего для того, чтобы с мясом как бы чего не случилось, пока оно стоит, досолится. Перемешаем, чтобы каждому кусочку равномерно досталось. И соли, и уксуса. А пока поговорим об ингредиентах, необходимых для приготовления этого блюда. Самый удивительный, самый странный ингредиент для этого блюда – это пряники. Да-да, пряники. Если вы хотите узнать, как связаны пряники и мясо, не переключайтесь, не проматывайте, смотрите нашу программу до конца, и вы непременно все узнаете. Помимо пряников, чуть менее удивительный чернослив, может быть мед, специи, лук, чеснок и, конечно же, птичий смалец. Что такое птичий смалец? Готовят гуся, готовят утку, готовят курятину. Образуется какое-то количество лишнего жира. Евреи не выбрасывают ничего. Все пойдет в дело. И точно так же поступают самые лучшие повара в самых лучших ресторанах. Непременно все продукты, которые Бог послал, должны отправиться в кастрюлю, в сковородку или в казан. На самом деле, конечно, это блюдо можно готовить что в казане, что в котелке, что в толстостенной кастрюле. Если у вас все еще нет в холодильнике никакого птичьего жира, а я беру гусиный, посмотрите, какой белый, красивый,
Вы можете взять обыкновенное растительное масло для того, чтобы угодить и тем, у кого есть жир, и тем, у кого жира нет. Я смешиваю гусиный жир с хорошим растительным маслом. Но, если честно говорить, то я экономлю гусиный жир. Уж больно он мне нравится. Обычно евреи после того, как мясо просолится, промывают его. Но у меня задача приготовить не кошерное блюдо, а вкусное блюдо. Поэтому я мясо не промываю. А так и закладываю его вместе с солью и остатками уксуса прямо в казан. Рецепты новые, придуманные относительно недавно, имеют, как правило, единственно верный вариант. Надо готовить вот так и не иначе. А рецепты старые, они чем-то похожи на дерево. Ствол один, каждая ветвь этого дерева похожа на другую, но все-таки они разные, они уходят в разные стороны. Вот Эйсик Флеш относится к старым рецептам. Здесь ветвей сколько угодно. И если лук, который добавляют к мясу, это как бы ствол, то специи, которые добавляют в этот момент, это уже ветви. Очень старая, очень мощная ветвь добавить к луку в этот момент лавровый лист, перец горошком. То, что всегда было, то, что популярно, то, чем все привыкли пользоваться. Перец горошком я добавлю щедро. Наверное, чуть больше чайной ложки. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Но в мой личный рецепт Эйсик Флеш я добавил еще одну маленькую веточку, потому что привык так. Я к луку добавляю немного куркумы. Ну вы же знаете, я всегда, когда жарю либо томлю лук, непременно добавляю к нему куркуму. Так вкуснее, да и готовое блюдо лучше хранится, не прокиснет на следующий день. А теперь мясо и лук можно перемешать. Огонь под казаном можно слегка убавить и накрыть казан крышкой. Пусть тушится, пусть лук готовится, и пусть мясо становится все мягче и нежнее. Так может постоять полчаса, 40 минут, даже час. Ну, смотря какое мясо. Ведь готовят, как правило, Эйсик Флеш из говядины, и если говядина попалась жесткая, ничего страшного. Пусть потушится подольше. И посмотрите, сколько сока выпустил лук. Посмотрите, весь сок, который мясо выпустило, тоже здесь на месте. Поэтому очень хорошо, что готовилось под крышкой. Однако сейчас очень удачный момент, чтобы добавить в соус необходимые специи и пряности. Во-первых, хорошую головку чеснока. Вы не бойтесь, не будет слишком сильного чесночного запаха. Тот, кто ел хоть раз в жизни узбекский плов с чесноком, знает, каким вкусным получается чеснок
если его долго-долго готовить. Наш чеснок получится точно таким же. Берем нож, берем ладонь, раздавливаем головку чеснока. И нарубаем. Да не важно, если какие-то кусочки окажутся крупнее, какие-то мельче. Ему еще так долго предстоит готовиться. Ни лук, ни чеснок в этом блюде разобрать будет невозможно. Помимо чеснока, в этот соус я хочу добавить и другие специи и пряности. Например, гвоздику. Вот в Азербайджане гвоздику очень любят. Я знаю, шамахинские обычно с гвоздикой чай пьют. Да? А в еду не помню, чтоб добавляли. А ведь гвоздика очень хорошо украшает вкус любой мясной еды. Много не надо. Буквально 3-4 бутончика. И есть еще одна пряность. Тертый, молотый имбирь. Ну, многие используют имбирь в свежем виде. И правильно делают. Очень хороший корень. Вот можно зеленый чай с медом заварить и с имбирем. Помогает от простуды. Но вот такой сухой, тертый обладает другим вкусом и другим запахом. Как свежая рыба и вяленая рыба имеют разный вкус, точно так же свежий и сухой имбирь – это, по сути дела, разные специи. Хороший соус получается, уже достаточно густой. И теперь встает вопрос. Вот этот пряный, очень вкусный, ароматный соус. Ведь блюдо называется кисло-сладкое мясо. Чем сделать его кислым? Ну, конечно, можно обратиться к уксусу. И я думаю, что в стародавние времена, когда частенько прокисало вино, именно к винному уксусу и обращались евреи, либо те люди, которые готовили это блюдо. Но с тех пор, как появились помидоры и томатная паста, люди стали пользоваться помидорами, кто свежими, кто томатной пастой. Томатная паста и свежие помидоры – это разные продукты. Они не взаимозаменяемые, точно так же, как свежий имбирь и сухой тертый имбирь. Но томатная паста, на мой взгляд, нуждается в обязательном обжаривании. Просто поварить ее в этом соусе будет нехорошо. Но и свежие помидоры тоже ведь не всякие подойдут. Помидоры должны быть очень кисло-сладкие, самые спелые. Однако блюдо, которое мы готовим, я бы назвал осенне-зимним. И осенью, и зимой. Какого вкуса помидоры? Пенопластово-пластмассовые, практически без кислинки, практически без сладинки, без ничего. Какой смысл? Я настоятельно вам рекомендую. Попробуйте взять кетчуп Махеев. Во-первых, он достаточно густой. Во-вторых, он достаточно кислый. В-третьих, он не нуждается в такой термообработке, как нуждается томатная паста. И я вас уверяю, получится очень неплохо. Да его надо-то 2-3 ложки. Знаете, что сейчас надо сделать? Сейчас надо перемешать и попробовать. Хорошо ли получилось? Достаточно ли кисло? Вы знаете, на мой взгляд, это вкусно. Но кислинка, на мой личный взгляд, совсем не такая, которая необходима этому блюду. Этому блюду лучше подойдет фруктово-ягодная кислинка. Раньше в это блюдо все время клали чернослив.
но в угоду публике, в угоду покупателям. Тот чернослив, который был раньше достаточно кислый, ныне с прилавков практически повыветрился, понимаете? Остался только сладкий. То же самое, что произошло с курагой. То же самое, что произошло с нашими несчастными гранатами. Ведь пойди на базар, у кого не спросишь, у всех сладкие. Дайте мне кислые гранаты. Они мне нужны для того, чтобы приготовить хорошую, вкусную еду. Ну ладно, чернослив какой есть, такой и добавим. Но, по счастью, в Азербайджане все еще растет кизыл. Кизыл, хорошая алча, то, из чего делают соусы к кебабам. И в Москву привозят. Кто в Москве живет, может в Москве пойти купить на базаре вот такой соус. Вот этот соус кислый так кислый. Вот этого соуса я буду добавлять осторожно. Не все сразу. Положу ложку, размешаю, подожду, попробую. Мало будет? Еще добавлю. Я не понимаю, как можно приготовить невкусными блюда, которые можно попробовать. Обязательно надо пробовать. Когда готовишь, пробуй. Раз попробовал, 2 раза попробовал. И надо иметь в виду, добавить чего угодно можно всегда. А вот взять обратно порой бывает очень трудно. Поэтому добавляем с осторожностью. Посмотрите, этой ложкой я уже пробовал. Поэтому я набираю соус другой ложкой. Капельку сюда и пробую. Еще кислоты надо. Мало, не хватает. Знаете, соус немножко густой. Воды надо добавить. Я вот так сделаю. Почему вот этот хороший продукт, которого мне здесь не хватает, должен оказаться в канализации? Нет. Хорошо готовить не значит разбрасываться продуктами. Кто хорошо готовит, продукты экономит. И он знает им цену, умеет сохранять, умеет использовать. У него любой продукт найдет себе место. Евреи в основном, как мне кажется, хорошо готовили. Потому что в еврейской кухне отображено, что ничего не должно пропадать. Не пропадали даже пряники. Вот такие, а может быть и покраше этих. Ведь раньше, скажем, 150-200 лет назад, если какой-то гость приезжал в семью, что он привозил детям? Какой гостиниц? Конечно, пряник. Может быть, тульский. Может, какой-то другой. Но именно пряник. Это сейчас все ходят в гости с коробками шоколадных конфет и коробкой коньяка. И эта коробка коньяка, и эти конфеты из одних гостей пошли к другим, третьим, пятым, делают оборот, возвращаются туда же. У евреев не так было. Гость принесет пряник. Дети просят: мама, мамили, мамочка, дай, пожалуйста. Она говорит: ага, может тебе его еще и медом помазать? И прячет пряник куда подальше. Этот спрятанный пряник лежит, в конце концов высохнет так, что съесть его бедные дети молочными зубками уже никак не могут. Тогда мама брала пряник, ступку или терку и говорила: да не доставайся же ты никому. И натирала его, и опускала в эйсик флеш. Потому что пряник, да, в общем-то, как и черный хлеб, способен загустить соус, способен создать из небольшого количества мяса большое количество очень вкусного блюда. К тому же в прянике очень много специй, очень много пряностей. Отсюда его название, вот этот имбирный. На самом деле имбирем пахнет. Имбирь-то мы положили, но и пряники непременно добавим. Ровно с той целью, чтобы
сгустить соус. Я понимаю, что у очень многих этот прием может вызвать раздражение. Как это так? Пряники, сладкое и вдруг мясное. Да, попробуйте, это очень вкусно. А если не хотите пряники, либо у вас, как на грех, нет дома ни одного пряника, возьмите сухой черный хлеб. Натрите его точно так же на терке, а тогда специй и приправ добавляйте в блюдо побольше, уже по вашему вкусу. Давайте эти пряники добавим, а потом попробуем. Если будет не доставать, добавим еще. Я понимаю, какие комментарии может вызвать рассказ об этих кулинарных приемах. Кто-то наверняка, не подумав, скажет: евреи, смотри, какие жадные. Пряники детям не давали, в еду добавляли. Это не жадность. Это бережливость. Это экономия. Понимаете, бабушка берегла, мама берегла, дедушка зарабатывал, папа зарабатывал, копили по копеечке, отучили сына. Бах! Миллиардер готов. И как вы думаете, о какой еде он мечтает? О рябчиках с ананасами? Нет. Он очень хочет вернуться в свое детство и снова попробовать эйсик флеш. Эйсик флеш, который у нас почти готов. Пусть потомится немного, пусть пряник получше разойдется по всему соусу, и будем подавать. Проверим, как получилось. Ох, какой густой соус. Мне это очень нравится, что он густой. Хочу попробовать. И кисленький, и пряный, и прямо вот бодрящий, острый. Но все-таки я к этому соусу, несмотря на то, что там были пряники, добавлю еще и меда. Мясо должно быть кисло-сладким. Вот теперь хорошо. Теперь так хорошо, что я готов это подавать. Только, знаете, ведь эйсик флеш не едят как попало. Эйсик флеш надо есть по порядку. Сначала на блюдо выкладывается мясо. Сначала все едят только мясо, а потом, после этого, в отдельный соусник выкладывается соус. И этот соус подают в качестве дополнения к блюду. И этот соус и чернослив раскладывают каждому уже в тарелочку, для того, чтобы еще очень долго-долго макать туда хлеб и вспоминать, каким вкусным было мясо. Поэтому всем добрым людям, вне зависимости от национальности, кто захочет приготовить это блюдо и попробовать, каким вкусным оно получается, я хочу пожелать от всей души
Приятного аппетита! Будьте здоровы! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор.
Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.